Приветствую вас, мои дорогие рукодельницы. Меня зовут Людмила. И сегодня я вам покажу интересный оригинальный узор-сетка, который можно использовать для разных вязаных изделий. В конце видео, как всегда, самая интересная и полезная информация, поэтому досмотрите видео до конца. А сейчас включайте полноэкранный режим для удобного просмотра, и мы будем начинать вязать узор. Я для образца беру мерсеризованный хлопок и соответствующий крючок. А позже я вам расскажу, какие можно связать изделия, и тогда вы уже сориентируетесь, какую подбирать пряжу, которая будет совпадать с вашими предпочтениями. Раппорт узора равен 12 плюс 10 дополнительных петель. То есть вы набираете количество петель кратно 12, это значит 12 плюс 12 и так далее. Когда вы наберете нужное количество раппортов, в конце уже прибавите еще 10 петель. 6 для симметрии и 4 кромочные. Петля подъема, и в первом ряду вяжем столбики без накида. Закончили первый ряд, переходим во второй, провязываем петлю подъема и со второго ряда вяжем столбики без накида за заднюю стенку косички, вот за эту. Петля подъема — это был первый столбик, провязываем еще один столбик без накида и далее провязываем 6 воздушных петель. Отсчитываем 6 петель. Начиная с 7 петли провязываем 6 столбиков без накида, не забываем за заднюю стенку. Раппорт готов. И вот эти вот 12 петель повторяем. Представьте, что я уже провязала нужное количество раппортов, и у меня должно остаться в конце ряда 8 петель. Сейчас я провязываю 6 воздушных петель, отсчитываю 6 петель предыдущего ряда, в 7-ю провязываю столбик без накида и заканчиваю кромочным столбиком. Готов второй ряд, и мы переходим в третий. Провязываем петлю подъема, разворачиваемся и вяжем третий ряд столбики без накида. Подходим к концу ряда, и если вы будете правильно провязывать кромочную петлю за 2 стеночки, за косичку, то у вас край будет ровный, как у меня. Переходим в 4-й ряд, провязываем петлю подъема и вяжем в шахматном порядке. Провязываем столбик без накида и далее провязываем следующих еще 6 столбиков без накида. Следующие провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6 – это наш раппорт. Провязываете раппортов столько, сколько необходимо. И в конце ряда у вас остается 8 дополнительных. Отсчитали 6 петель и провязываем 6 столбиков без накида за заднюю стенку. У нас получается узор в шахматном порядке. То есть там, где мы вязали воздушные петли, провязываем столбики без накида, а где вязали столбики, провязываем воздушные петли. И вот такой красивый получается сетчатый узор. Подошла к концу ряда. Мне осталось провязать 2 столбика без накида. На этом раппорт узора в высоту заканчивается. И повторяем вязать с 1 по 4 ряд. Пока я буду вязать образец, хочу внести небольшое дополнение. Вот при такой технике вязания получается красивый рельефный край за счет того, что мы вяжем столбики за заднюю стенку. По идее, последнюю петлю нужно провязывать тоже за заднюю стенку. Но так как не для всех изделий подходит такой красивый рельефный край, поэтому я вам показала данный способ с ровным краем. Но вы для себя будете уже выбирать тот вариант, который вам больше подходит. Я вам показываю несколько вариантов, связанных из разных нитей. Это тонкая хлопковая пряжа, узорчик двухсторонний. Если вы будете использовать тонкую нить для вязания летних изделий, используя этот узорчик, то я бы вам посоветовала вязать не 2 крайних столбика, а 3, для того, чтобы легче сшивать детали и было за что цепляться. Я составила к этому узору свою схемку, поэтому вы можете, используя ее, переделать, изменить количество петель в сеточке, если вы хотите сделать отверстие больше или меньше. Зависит от того, из какой пряжи вы будете вязать. А вязать можно абсолютно разные изделия, как зимние, так и летние. Для холодного времени года можно связать кардиганы, жилеты, то есть те изделия, которые можно носить поверх тонкой одежды, например, на водолазку, на лонгслив, какую-то тонкую кофточку с рукавом. Для более теплого времени года подойдут палантины, кофточки, джемперы, сетчатые сумки, покрывала. Появились вопросы? Пишите в комментариях. Была рада поделиться новым узором. До новых вязаных встреч!